Go! Так, ребятки, мы отчаливаем, и мы не слышим звука двигателя, шума воды охлаждающей, потому что это у нас электрический катамаран. Идемте к Людовику, посмотрим. Like a toy. Так, и сейчас мы открываем нашу Геную. Смотрите, какие модненькие у нас, ребята, паруса. Вот. От Инциденс. Да, отличные, красивые паруса с кевларовой тканью. Супер. И сейчас посмотрим, что и как мы идем. Мы двигатели выключили. Так, мы имеем 13 узлов ветер. И наша скорость от 6 до 7 узлов варьируется по GPS. Ну, в принципе, даже и неплохо. Вот, потому что ветра не особо сейчас много. Но лодка уверенно идет, друзья мои. Смотрите, как наши тротлы выглядят. Ну, сейчас они работают на зарядку. Они сейчас производят электричество. Но они действительно очень такие маленькие, как в компьютерном джойстике. Что ж, друзья, и проведем такой скоростной экспресс-обзорчик. Я думаю, позже мы сделаем такой более плотный обзор, но нам интересно же прямо сейчас. Давайте с кормы начнем, да? Смотрите, ребята, как расположили гриль. Это опциональная штука, то есть его можно не ставить. Я считаю, вот это классно, потому что над нами нету крыши. Мы здесь можем готовить. И проход здесь, очень большой. Здесь действительно, большой, классный проход мы имеем. Давайте заглянем сюда, в машинное отделение. И мы ничего не увидим, ребята, потому что моторы у нас снаружи. Здесь мы видим только батарейку, прикрыта таким коробом из фанеры. Зарядное устройство Smart Electric, но и в принципе все, то есть это пространство можно использовать для хранения, а моторы находятся снаружи, то есть они под водой у нас моторы. Мы слышим сейчас звук жужжания, это работают пропеллеры и заряжают нашу батарейку. Уже такого ветра достаточно. Идем дальше. Заходим в кокпит, ребята. Конечно, так как Оливье Рокупо делал дизайн этого кокпита, выше всяких похвал. Очень много асимметричных таких изгибов. Даже разместили здесь банку. Большой, хороший стол. Я удивлен, как это можно было разместить вот на такой лодке. Новые подушечки появились, действительно очень классные. Хорошая ширина проходов, то есть здесь достаточно места, чтобы, я такой немаленький человечек ходил бы здесь. И смотрите, с этой стороны что разместили. Какую баночку сделали здесь. Здесь можно вот так вот возлежать. Мне это нравится, потому что места для прохода предостаточно. В принципе, здесь такая большая семья или несколько семей могут расползтись по этому пространству.
Такой у меня обзорчик экстремальный, ребята. Но мы идем под парусами. 41 размер, и у нас здесь есть платформа. Она опускается, на ней может быть тузик. Лично себе бы я не заказывал, но очень много желающих, поэтому, пожалуйста, вот. Протянули козырек теперь аж сюда, и можно разместить побольше солнечных панелей. И здесь на комингсе у нас появился матрасик уже с верфи и ветровичок. Ветровичок очень толковая штука. А матрас я бы сделал тоньше и чуть шире, чтобы удобнее на нем лежать, как мы делаем для наших клиентов. Еще мне нравится, что диванчик идет, и у нас вот сюда он заходит. Но это для курцов, либо для тех, кто рыбу ловит. Дизайн мягких частей выше всяких похвал. Действительно топчик. Стол можно увеличить, но стол напрашивается тоже какой-то неправильной формы, ребятки. Вот. А мы уже разогнались. Давайте посмотрим, сколько мы идем узлов. Ну что ж, друзья, 19 узлов ветер, и мы до 7,5 узлов разогнались. Класс. И, друзья мои, оцените этот пост управления. Тут, конечно, держатель для двух больших телевизоров. Так уже по-взрослому впечатляет. Такого даже вот на старых 45-х катамаранах нету. Подстаканник, который многие спрашивали, вот здесь находится. Да, и ручки, конечно, очень умиляют газа. Опять же, оцените, друзья мои, вот эту спиночку. Блин, просто какое-то ложе, а не рулевой пост. Суровые яхтсмены не поймут. У нас отдельно штурвал с приборами, и вынесли лебедки с веревками туда. И всеми парусами мы управляем отсюда. Сейчас мы меняем галс. Ага. И Людовик отказывается пользоваться электрическими лебедками. Говорит, надо разминаться иногда. Я с ним согласен. Но между тем у нас здесь двухскоростная электролебедка. Это уже прогресс. Сейчас Фонтен Пажо ставит Харкин. На предыдущих лодках был Люмар. Боже, какие красивые паруса у нас. Товарищ оператор, покажи эту красоту. И, ребята, давайте зайдем сюда. Опля. Да, теперь вот место на крыше можно использовать. Оцените эти лежанки с такими спинками богатыми. Я, правда, не знаю, ребята, где это все хранить, но таки надо искать место. Здесь у нас флекси-панели, то есть мягкие панели. Со всех сторон стоят спорное решение. Лючок находится световой здесь. В принципе, практически столько же места, как на Исла 40. Но скомпоновано как-то оно по-другому. То есть я смотрел размеры, да, чуть-чуть она побольше, но все-таки 5 баллов дизайнеру за вот это все расположение. Из-за раздельного поста управления теперь у нас появилось место для холодильника в кокпите. Мне очень нравится иметь холодильник в кокпите. Это для напитков, для льда. Классная штука, и это здоровски. И давайте оценим наш салон. Но прежде, ребята, оцените этот проем. У нас еще вот это открывается, зацените. Ха-ха! Как один из клиентов, который купил у нас такую яхту, назвал ее Mini Aura 51. Очень много решений похожих, и дизайн, и всего. Остров у нас есть. Большой остров. И здесь вот рабочая поверхность. Они разместили одну мойку, они меня услышали, молодцы. Закругленные углы, тоже супер. Я уже вижу, как здесь можно затюнинговать, чем обшить, чего добавить. У меня уже руки чешутся. Вот эта часть мне нравится. Здесь действительно удобно в хорошем переходе все сортировать, чтобы оно не летало. У вас кухня у нас продолжается здесь. Сори, у нас тут парус валяется. Здесь можно поставить кофемашину, еще чего-нибудь. Да, ящички.
Мне нравится столешница, то есть она более высокого класса, такой кристаллит с вкраплениями кварца, просто бомба. И опять же, закругленные углы, вы не бумкнетесь. Но фасадики... они ручки уже такие используют, как мы, ребята. Они подсмотрели и поставили такие же. Здесь можно поставить более дорогие фасады. Это будет отлично с белым дубом сочетаться. И здесь у нас шкафчики. Опять же, вот здесь такая асимметрия идет. И смотрите, у нас здесь окно, которое открывается, да, наружу. Ну-ка, оп. Класс. Мы можем проветривать хорошо, и мы можем наши коктейли передавать туда. Так, ребята, и наша обеденная зона. Столик стал меньше. Закрывашка такая интересная. Нет, это что-то не то. Столик незачетный. Но вот эта часть мне очень нравится. Шейпы все асимметричные, подлокотничек. Хороший, классный диван, за которым удобно сидеть. Мне это нравится, да. И мы делаем вот такие, как бы, подушечки такие твердые, на которые можно и шампанское поставить, и ноги, простите, протянуть. Ну, телевизор, привет из Ислы. Над телевизором надо работать. И здесь у нас штурманский уголок. Вся панель нашего электрического управления. То есть у нас две кнопки старт и стоп, включение-выключение батарей. И вот здесь система управления. Сейчас у нас уровень зарядки 80-82%. Вот эта кнопочка показывает, что у нас сейчас еще работает дизель-генератор. Да, ребятки, у нас есть дизель-генератор. Кнопка показывает, что в течение 2 минут он сейчас выключится. Дизель-генератор у нас включается автоматически на уровне где-то 25-27%. Внизу холодильники. Это стандартные холодильники. Мы можем их дополнить. А теперь оценим нашу мастер-каюту. Теперь она у нас по левому борту. Погнали. Хо-хо-хо, друзья мои. Чувствую себя Санта-Клаусом. Смотрите, как они разместили кровать по диагонали. Вообще бомбец. Уютная домашняя обстановка. Блин, но они обещали не делать вот обивку кровати с вот этой ткани. Но, ребят, вы же видели, как мы делаем для наших клиентов. Все в алькантару, в кожу. И каютка заиграет здесь просто на 100%. Мне вот эта часть вообще просто зашла. Как обычно, у Фонтена большое количество окон, люк вентиляционный, иллюминаторы в бортах. Тут все окей. То есть минимальное использование кондиционера. Ну и посмотрите, ребята, на этот будуарный столик. Но это уже не столик, это целый такой бьюти-офис, бьюти-лаборатория. Мне нравится вот эта выемочка, чтобы ваши помадки и тушь тут не распространялись. Мы обычно для наших клиентов покрываем такие выемки кожей натуральной. Выглядит просто бомбезно. Здесь алькантара, вот белые фасады на хороший орех поменять. Вот этот несчастный фонарик заменить на красивый итальянский светильник. И здесь будет просто бомбезно. Вы видели, какой я пуфик себе сделал на яхте, ребята? Там пуфик. Красота. Количество шкафов, друзья мои, просто зашкаливает. Здесь огромное количество шкафов. Так, и давайте оценим наш санузел, друзья мои. Ух ты, красивенько. Убрали этот синий цвет несчастный, да? Теперь цвет у нас вот такой. Кофе с молоком или молоко без кофе. Да, толковые шкафчики сделали. Улучшился санузел однозначно. Так, и здесь у нас туалет. Взяли, поставили, блин, ручной туалет. Могли бы электрический. Но мы ставим тихие итальянские туалеты, опять же, для наших клиентов. И они работают бесшумно и надежно. Но хороший большой санузел у нас. Туалет, то бишь. И душевая. Душевая стала, ребятки, поменьше, чем на 42-й, скажем, да, но вполне можно здесь как бы вот так зайти, да, и спинку себе потереть. Не, ну, в принципе, я себя здесь чувствую комфортно. И опять же, здесь свет, вентиляция, влага не будет здесь задерживаться. Ну, зачетный санузел. А теперь, ребятки, оценим правый борт. У нас здесь 2 гостевые каюты.
здесь абсолютно симметричное расположение кровати, так же, как и у нас в мастер-каюте. Также обратите внимание, вот здесь у нас щиток. Ну и щиток, опять же, просит защиты, вот как мы делали у себя на Гарне, сделать такую защиту, потому что я здесь очень легко так пуньк плечиком это все. Но, опять же, это все мелочи. Здесь надо кожей отделать, здесь плексиглаз такой сделать. Будет просто красота. Здесь один общий санузел, практически идентичный, как на Исле 40. А ну, давайте я зайду. Как? Ну, помещаюсь вполне. Туалет тут. О, молодцы, сделали хорошую полочку. Тут света у меня нет, но вот я бы добавил тут свет, и мы своим клиентам будем обязательно рекомендовать здесь поставить светильники. Так, по дороге у нас элементы вот как на Ауре, как на 45-й модели. У нас здесь есть шкаф, и здесь напрашивается стиральная машина. Отлично, это будет ее место. И носовая каюта. Носовая каюта просто сделана шикарно. То есть, опять же, 41 размер. И здесь уже нормальная кровать. Тоже сделана она немножко по диагонали. Вот, с изголовьем. Вот, и, ну, все классно, кроме этого, я же говорю, ткани, светильники, надо все поменять. У нас сделан здесь люк, ну, как бы не совсем эстетично, но зато дешево и практично. Вот. И вот эти белые панели, они, конечно, просятся поменять на что-то более приличное, и тогда здесь вообще будет красота, друзья мои. Есть у нас шкафчик, вот это шкафчики, то есть места здесь стало действительно больше. Парусишечки такие классные, ребята. Окей, go. Еще паруса новые и обкатанные. Вот зачем, друзья, нужен фурлер-бум. Бум со скруткой. Тут, кстати, стоят камеры, 2. Вот, и Людовик меня контролирует. One meter. Ну что ж, вот такой у нас был экспресс Sea Trial, друзья мои. Опля. Мерси, Людовик. Лодка очень интересная. На картинках она еще как-то так под вопросом была, но по картинкам мы уже продали 2 штуки таких. Я вот уже снимал черновой материал, сбросил этим людям, которые купили эти лодки, и они в захвате. Но лодка уже бестселлер, то есть уже этих лодок продано, получается, на следующий сезон. То есть вот просто так мы ее не сможем, да, купить. Есть вот электрическая версия, есть версия с дизельными двигателями. И верфь оставила очень хорошую цену. В итоге она очень конкурентная. Ну и опять же, всем любителям Бали посвящается вот этот фордек. Подстаканники, обязательная штука теперь. У нас теперь столик здесь вот из цепного ящика сделанный. И имеются сразу подстаканники. Вы знаете, как я ратовал за сетки. А тут нежданчик, опаньки. А сеток-то нет. Более того, я вам скажу, это солнечные панели. И вот это решение, конечно, ну, спорное, да.
То есть я бы себе такое не заказал. Но рано вы ехидничаете, ребятки, потому что вот эти части в стандарте идут как сетки. То есть здесь остаются сетки, и только для любителей катамаранов в Бали вы можете заказать, собственно говоря, вот здесь либо пластик будет, либо будут солнечные панели. Ну, время покажет. Я не за солнечные панели, я не знаю даже, сколько они дадут, вот эти два кусочка, и как они дадут, и вообще их вот предлагают закрывать даже этими подушками. Вот, ребятки, поэтому очень спорное решение. Вот, я бы себе заказал с сетками. Это раз. Во-вторых, мне очень зашел выдвижной бушприт. Ребята, просто супер. Я когда швартуюсь на катамаране, вот бушприт меня вызывает, ну, такую небольшую дрожь. Что ж, пишите в комментах, как вам зашел этот катамаран. Мы еще сделаем видос более серьезный. Если вас заинтересовала эта лодка, обращайтесь. Я буду рад вам помочь с выбором, с тюнингом, с регистрацией. Если вы хотите обучиться, добро пожаловать в нашу парусную школу. Приезжайте к нам в Ля-Рошель. Буду рад вас видеть, угощу вас устрицами. Звоните по всем вопросам, буду рад вам помочь на яхтенную тему. До зустрічі в морях. Зустрінемось!